Канал Валерия Табакова представляет религиозно-политические мотивы убийства Фарион. Здравствуйте, друзья! С вами Валерий Табаков. Сегодня мы снова продолжаем наши беседы, связанные с делом об убийстве Фарион, в котором обвиняется Вячеслав Зинченко. Суд назначен на 13 февраля, и что важно, что этот суд не совсем обычный. Можно сказать даже, что и убийство является необычным. И с этим можно согласиться. Можно согласиться с тем, что это убийство наполовину политическое, или может быть полностью политическое, и наполовину, или может быть в какой-то степени даже и религиозное. И все это проявляется в двух аспектах. Проявляется через то, как люди реагируют на те мои видео, в которых я освещаю этот уголовный процесс. Итак, первое. Может быть, лучше это первое сделать вторым, но сейчас я начну именно с этого, с религиозного аспекта. Хотя в самом обвинении этот мотив, то есть религиозный, не присутствует. Но среди моей аудитории он просматривается. И в частности, как я заметил, одним из проявлений этого мотива является постоянное высказывание на религиозную тему такого персонажа, как Игорь Швец. Игорь Швец представляет себя верующим христианином, который якобы не тянет мазу за митрополита Ануфрия, то есть за УПЦ МП. Но что характерно, так это то, что он практически в каждом из своих видео упоминает слово «черношляпые». Кого он имеет в виду? Кого он называет черношляпами? По всей видимости, под этим обидным словечком, скорее всего, Игорь Швец подразумевает иудеев. Хотя это может быть и не так. Кстати, против них, то есть против иудеев, также делали выпады и партия «Свобода», в том числе и Фарион вела такую полемику на эту тему, и даже такой известный христианский проповедник, как Иоанн Златоуст. Поэтому этой темы стоит коснуться. Она может прояснить некоторые вещи, которые позволят снизить градус неприязни по религиозно-этническому признаку в Украине. Этим вопросом я уже занимался, обдумывал его и сейчас могу просто повторить. Кому интересно, то в одном из моих видео этот вопрос освещен очень подробно. Это видео называется «О евреях». И если вы посмотрите мой канал, то там это видео вы сможете найти. Кому интересен английский язык, то оно же есть и на английском языке под названием About Jews. Но давайте к сути. Швец называет евреев, или вернее иудеев, черношляпами. В чем проблема иудеев или Израиля? Царство Израиля на Святой Земле разделилось, и образовалось два царства. Царство Израиля и царство Иудейское. Но это не столь важно. Оба этих царства совпадали по принципу своей организации. А принцип состоял в том, что вера иудейская, ну и израильская в том числе, говорят о том, что и иудеи, и израильтяне, все они вместе составляют богоизбранный народ. И что их родители и предки свое избранничество ведут от Авраама, Исаака и Иакова. Мы все помним, что Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, который был назван Израилем. Такой позывной у него был – Израиль. У этого Израиля было 12 сыновей, то есть 12 колен. И все они, вот эти потомки Израиля, они очень строго старались соблюдать чистоту своей родословной и ждали Мессию, который по их верованиям должен был родиться из народа Израиля. По их убеждениям, Мессия должен был спасти Израиль и, кроме всего прочего, и всех людей, все человечество. И вот этот Мессия, по верованиям израильтян, должен был родиться от девы. Как об этом свидетельствует эпизод, описывающий то, как Симеон, богоприимец, воспринял на руки новорожденного Иисуса Христа в преддверии обряда обрезания.
этот Симеон Богоприимец, он решил кое-что исправить в Писании. А конкретно то место, где в Писании было написано, что дева зачнет во чреве и родит сына. Он решил исправить слово «дева» на слово «жена», то есть «женщина». Но тут ему явился ангел и сказал, что нет, не исправляй, потому что именно дева должна зачать и дева должна родить. А ты не умрешь, пока сам этого не увидишь. Вот поэтому по верованиям израильтян Мессия рождается от девственницы. В то же самое верят и христиане, в то, что Христос родился от Богородицы, от девы. Но если начать вникать в процессы наследственности, то в действительности ситуация такова, что завет Бог заключил с Авраамом и сказал, что именно от Авраама произойдет Мессия. А Мессия, опять же повторю, должен родиться от девственницы. Но потом израильтяне что делают? Они говорят, что Авраам родил Исаака, а Исаак родил Иакова. И ждут вот в этой цепочке, в потомстве Исаака и Иакова, своего Мессию. Но, друзья, Авраам мужчина, у него в ДНК 2 хромосомы, мужская и женская, Y и X. Если Авраам родил Исаака, а Исаак мужчина, то тогда Исаак от Авраама унаследовал мужскую хромосому Y, а свою женскую хромосому Исаак унаследовал не от Авраама, а от Сары. Но, друзья, Бог заключал завет не с Сарой, а именно с Авраамом. Поэтому для того, чтобы исполнилось вот это соглашение Бога с Авраамом, нужно, чтобы Богородица, которая рождает Мессию, произошла от Авраама. И поскольку она рождает Иисуса Христа без мужского семени, то тогда единственное, что является маркером ее происхождения от Авраама, это женская X-хромосома, которая содержится в ДНК Авраама и наследуется через все потомство Авраама, от Авраама к Богородице. Эта женская X-хромосома Авраама, она же не передалась Иакову. Женская хромосома Исааком получена не от Авраама, а от Сары. Поэтому стоит понимать, что эта женская хромосома Авраама, она же не передалась ни Исааку, ни Иакову. Женская хромосома получена Исааком не от Авраама, а от Сары. Поэтому стоит понимать, что ДНК Иакова и Исаака не содержат женской X-хромосомы Авраама, которая по обетованию попадает к Богородице. То есть родословная потомков Исаака и Иакова в принципе не может включать ту девственницу, которая родит Мессию. Для того, чтобы девственница из потомства Авраама родила Мессию, нужно, чтобы у Авраама была дочь, которая бы унаследовала от Авраама женскую X-хромосому. Но никакое из Писаний или каких-нибудь других письменных источников не содержит информации о том, что у Авраама была дочь. Поэтому нужно искать. А сами израильтяне, они полностью исключают из своего круга потомство дочери Авраама. Поэтому говорит, что они, то есть потомки Исаака и Иакова, являются богоизбранным народом, и в их потомстве будет рожден Мессия, нет никаких оснований. Потомство Авраама, в котором рождается Мессия, это потомство дочери
Авраама. Вот такая вот, друзья, ситуация. Поэтому то, что там мнят о себе израильтяне, что они якобы избранный народ, это неправда. Израильтяне не являются участниками того Божьего замысла рождения Мессии от Девы из потомства Авраама. То есть израильтяне – это совершенно другая ветвь потомства Авраама, которая не включает, а вернее исключает возможность рождения в их потомстве Мессии. Вот такая вот ситуация. К сожалению или нет, но эта ситуация такая, какой она есть. То есть израильтяне, они либо сами себя обманывают, не понимая этого, и в том числе обманывают все человечество, говоря, что они якобы богоизбранный народ. Нет. Богоизбранный народ – это народ, который произошел от дочери Авраама, о которой израильтяне не знают или знают, но не говорят. Вот такая вот ситуация с вопросом религиозным и с теми, кого Игорь Швец называет черношляпами. И второй момент – это политический мотив убийства Фарион. Вячеславу Зинченко обвинение приписывает мотив расовой ненависти к Фарион. Кстати, по определению вот эта расовая ненависть, она включает в себя и ненависть по этническому признаку. То есть расизм по определению – это не только ненависть к представителям иной расы, то есть белых к черным, или белых к желтым, или белых к красным. Нет, расизм в широком смысле подразумевает в том числе и этническую составляющую. И что характерно, что еще до убийства в ноябре 2023 года против Фарион были возбуждены 4 уголовных дела. Одно из них по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений. Все 4 дела были возбуждены СБУ. И в этой связи одной из моих слушательниц был поставлен очень правильный вопрос. Это вопрос о тех утверждениях, которые делает в частности дочь Фарион София Особа. Она рассказывает о том, что якобы Фарион буквально перед убийством собиралась уехать за границу, то есть в Болгарию на отдых. Но, друзья, как очень правильно заметила моя зрительница, о каком выезде за границу можно говорить в ситуации, если против человека возбуждены уголовные дела. Такого в принципе быть не может, поэтому это либо ложь, то, что Фарион собиралась в Болгарию, либо коррупция. Вы же помните, друзья, как не выпускали за границу Порошенко. Даже Порошенко, действующего депутата Верховной Рады, не выпускали за границу в то время, когда против него велось следствие по уголовным делам. С какой стати вдруг Фарион решили выпустить за границу? По всей видимости, такого в законном порядке быть не может. Поэтому информация о намерении Фарион выехать за границу, она, скорее всего, ложная. Это надо будет поисследовать, в том числе и адвокатам Зинченко, и прокурорам, и суду в том числе. Что касается политической мотивации убийства, то здесь ситуация такова, что уголовные дела, возбужденные против Фарион, должны были привести к тому, что действия досудебного следствия по этим делам должны были закончиться подачей обвинительного акта против Фарион в суд. И там, в суде, нужно было бы решить, какой приговор вынести Фарион за разжигание национальной вражды. Если бы такой суд состоялся, и если бы Фарион
была бы признана виновной в разжигании национальной вражды, а она член партии «Свобода», то это бы означало, что украинские националисты и партия «Свобода» в такой ситуации терпят политическую смерть в связи с тем, что ее член осужден за разжигание национальной вражды. Поэтому какой у политической партии может быть интерес потерпеть политическую смерть в связи с уголовным делом? Никакого. Поэтому вполне вероятно, что именно свободовцы были заинтересованы в том, чтобы такой суд не состоялся. Но при жизни Фарион такой суд не состояться не мог. Поэтому политический мотив на убийство Фарион мог состоять именно в том, что партия «Свобода» не желала, чтобы такой суд состоялся, и для этого могла организовать убийство Фарион. Вот такой вот смысл в этих политических хитросплетениях. То есть «Свобода» не хотела судебного процесса над Фарион за разжигание национальной вражды. И для того, чтобы этот процесс не состоялся, не были осуждены украинские националисты, свободовцы просто могли организовать убийство Ирины Фарион. Как говорится, нет человека, нет проблемы. Так это или нет, конечно, следствию, адвокатам и суду нужно будет в этом разобраться. Но политическая мотивация на убийство Фарион могла присутствовать у партии «Свобода». Спасибо, друзья, за внимание. С вами был Валерий Табаков. До новых встреч.